Всем авы. Меня зовут Тейвил, и добро пожаловать в Грань. For English-speaking audiences, hi, and please don't forget to turn on the subtitles. We've meticulously translated everything from Russian into English. Всем мавушки, на связи Тей. Перед вами финал первого сезона «Превратности времени». Всю кампанию можно посмотреть в плейлисте на канале, а если вы еще им будете делиться везде, где можно, цены вам не будет. Попрошу также поставить лайк и написать свои впечатления в комментариях, таким образом нас будет становиться больше. Ну а если вам интересно будет почитать про наш игровой сеттинг, пока мы готовим второй сезон, заглядывайте в наши соцсети, ежедневно мы постим заметки по миру Грани в нашей группе в ВК, в Дискорде Легендария и в Телеграме. А пока, приятного просмотра. Все нужные ссылки в описании. После небольшого диалога в тронном зале, по просьбе Жанны, вы вместе с ней отправляетесь на аудиенцию с Его Величеством. Вы находитесь в помещении, где дофин присаживается на некий стул, довольно такой удобный, мягкий, с подлокотниками. И брошь прямо посередине здесь приманивает ваш взгляд. Где-то минут 10-20 шел диалог о том, что вообще Жанна хочет. Она там требовала, собственно, войска, требовала разрешить ей носить броню и мужскую одежду официально, потому что это запрещено. И она требовала дать ей возглавить армию, обещая освободить Орлеан. Однако в какой-то момент ваше внимание всех обращается на Жанну, когда она произносит слова. Господь сообщил мне, что этот артефакт, она смотрит прямо на брошь, также будет инструментал в освобождении Орлеана и Франции. Вы должны его передать мне. И вы видите, что неподдельный ужас на лице дофина. Ужас и недовольство. Он немножко побледнел. Я не могу, это реликвия в моей семье. Очень давно без нее я не я, говорит он. Я могу попробовать понять, действует ли она на него, либо он пользуется этим действием у всех. Благодаря тому, что вы исследовали более-менее зону, самого тебе сейчас хватит аркан чека, чтобы попытаться понять это. 18. Выглядит, знаете, в момент, когда он вот тут испуг выражает в своей речи с гневом. Все чувствуете испуг и гнев. И ты понимаешь, что это он влияет на вас. То есть это не просто эта штука, которая позволяет контролировать других сообщений. Я едва сдерживаю такой аутберст. You knew it, you... Но не говорю это. Но знает ли он об этом? Дамьен чуть наклоняется к... Все Wisdom Save, все с адвантажем. Аяна, ты чувствуешь прям сильный гнев и страх. Но больше гнев. Больше гнев? Гнев. Ну да, это значит, твою собственную гневливость усиляет. Can you act on it? Можешь что-нибудь сделать? Надо чувствовать его по отношению Я к нам. кастовала Alter Self, да? Она в принципе его. Конечно. Все, я кастовала Alter Self, я сбрасываю с себя плащ с маской,
расправляет свои белоснежные крылья. Со спины падает щит и меч. А я успеваю... Я хватаю же... Я успеваю схватить и меч, и щит. Наверное, чтобы Не, но я они- думаю, что они все-таки падают. Неважно, они упали. Это не важно перед этим взором. Ты должен отдать эту брошь во имя Бога. Сказал. Или ты узреешь его гнев. Он встает резко, просто ярость пылает в его глазах. Слушай, он говорит: «Мой отец был королем, и мой дед, и мой прадед. Я веду род от самого Карла Великого, коронованного в Риме, и ты пытаешься своей шарлатанской магией убедить меня в том, что ты неспосланный ангел? Это твоих рук дело?» Он поворачивается на Жанну. Нет, это никак не связано с ней, замечает Дамьен, выходя вперед. Жанна вырывается вперед, и вы понимаете, что на нее тоже нет гнева. Вы сдержались, а я нет, и Жанна нет. И она тянется за брошью, прям пытается ее отобрать. Я опять же пытаюсь встать между Жанной и Карлом, да? Между Жанной и Карлом, и на морщинистом лице, собственно, Максима проявляется контролируемый гнев. И он отчеканивает, знаешь, вот как в армии. И ты станешь последним королем, если не отдашь эту брошь. Дамьен же выходит, чуть обходя в сторону, ничего не говорит. Пока не говори результат. Он всего лишь сдувает одну руку и делает щелчок. Спать. Я кастую слип на короля. Роляй ХП. Слип на Эри уже. 19 intimidation. 29. Вы видите, как король после рева Куницына вздымается магия, и Жанна просто тянется к его броши. Гнев перемешивается с тем, как он начинает врубаться. И брошь дает резкое фиолетовое свечение и выбрасывает такую сферическую волну энергии. Вы проваливаетесь во что-то. Киньте, пожалуйста, Constitution Save, потому что вы понимаете, что транзишн будет, но как вы его переживете? Это магия? Это магия. 20. 21. 10. 7. Все, кто выше 15, 18. получают 1 стресса, все, кто выше. Все, кто ниже 15, кидают 1 до 4. И это столько стресса, сколько вы получаете. 4. 4. Вы оказываетесь в туманном, темном помещении, похожем на замок, но, знаете, в небольшом таком мареве. Дамьен. Благодаря твоему инвестигейшну я тебе позволю кинуть аркан чек. 17. Это Dream Realm. Мир снов. И мир кошмаров. Дамьен смотрит по сторонам. Не, ну это было ожидаемо, но этого я не ожидал. Господа, добро пожаловать в мир снов, галлюцинаций и плохих трипов. Я буду вашим гидом сегодня. Яна складывает крылья, он гидом, мы пропали. Не все так плохо, как минимум половина из вас доживет до конца. Ты знаешь, что здесь ожидать. Здесь нужно ожидать то, чего больше всего боится Даффин Шар. Вы эти фигуры, которые начинают приближаться к вам. Как такие, знаете, тени в коридорах, в капюшонах. Это англичане! Ролл инициатив. Вот опять. Интересно, может, можем пойти на уровень глубже? На уровень глубже. Слон внутри сна. Подсадить идею. Реми, мне нравится твоя идея. Тайме для этого понадобится бухло. Нет, мощное. Норман Так что- первым врывается вперед. Кто стоит прямо перед ним? Перед С ним острым щитом. стоит египетский змей.
Ну давай, А покажи, то на все что ты альтерселфы способен. спали? Викинг против Да, все египтянина. Интерселфы спали, Ваши вы ставки. все выглядите как самое истинное я. Ты умеешь летать. А Дамьен надевает очки. Здесь вот демаскировка, да, не важна особо. Да, Хорошо. уже таки не важно. Хорошо. У него в руках огромный топор. Он в кольчуге. А башка у него в броне? Шлем. Так, значит, это 21. Я поднимаю шелду. Мгм. И вторым ударом его топор застревает на секундочку в камне, которым он, промахиваясь, как бы он начинает размахиваться как просто яростный, бешеный. Вот. И топор застревает в камне, немного повреждаясь. Слишком неуклюже двигаешься. За змеиной грацией Сесострис уворачивается. Сесострис может, так сказать, Ответить. Ну что ж, я отвечаю. 18. Да. Займитесь лучниками. Этого неуклюжего идиота я беру на себя. Ну и того за ним тоже. Вы слышите все звуки натягивания тетив. Тетивы в 4-кратном количестве. Реми, первая стрела в тебя. Да, я подниму шилду. Окей, хорошо. Вторая стрела в Аяну. Это у нас 19. Значит, стрела ударяет тебя, прошивая несколько перьев и пролетает как бы на вылет. У тебя получаешь 7 пирсинг урона. Больно. Еще Очень одна больно. стрела в Дамьена. Это 25. Я даже делать ничего не буду. 8 урона, это тебя не ранит? 8 меня ранит. Это прям рано, имеется в виду. Это прям рано. Окей, хорошо, стрела втыкается в тебя. Колено! Такое ощущение, что она даже, ну, не пробила легкой, но была очень близко к этому. Что? И четвертая стрела из Сесустриса. И это опять 25. 25 ровно прям в отца. Прям красавчики. И это тоже 8 урона. Ход куницы. Угу. Первый арбалет. О, 8. Стрела ударяется в камень. Окей, второй. Это 12 плюс 5. 17. А эта стрела ударяет... Сколько урона? 4. Ход Реми. Еще чуть-чуть отбрасывая переливающийся цвет барьера, который его защитил от выстрела, я отхожу вот сюда, попутно зачерпывая вот этот огонь, зачерпывая какую-то, может быть, небольшую деревяшку, которая лежала на столе, все это перемешивая и извлекая, собственно, уже знакомый вам дробовик. В руках у тебя появляется дробовик. Это что? Это все, это экшен. Я понял тебя. Хорошо. Ход Дамьена. Так. Для меня имеет смысл делать только две вещи. Дамьен кастует Mage Armor. Появляется... Ты знаешь, это иллюзорно, но это выглядит как будто ты знаешь себе брони. Да, она рисуется как будто бы Да, она красками. буквально рисуется вокруг тебя. И Дамьен громко кричит на английском: «Не стреляйте! Мы верные слуги короля Генриха! Мы здесь в качестве шпионов! Не стрелять!» Окей, с Дизой, пожалуйста. Мгм. Deception. Угу. Жалко. 7. Стрела пролетает над тобой. Ход вот этого дворянина. Дворянин явно боевитый. Он одет в хорошую такую стеганую кожаную броню, и в руках у него меч. Но он достает 2 ножа и метает их в Аян. Аян, это натуральная 20-ка. И благо радуйся, что это 1d4. Это у нас 9 пирсинг урона с одного даггера. Летается второй, который промахивается. Улетает куда-то. Ход Аян. Я стану от того, что в меня стрела, потом даггер еще улетел. Боже ты мой. Это бойся, там еще топор огромный впереди машется со стресом.
Там еще топор, боже, какой ужас! Я отлетаю вот за всех этих молодых людей, пусть бьют их. Так. И я кидаю поушен вот в этого чувака. Хочу голову кинуть, чтобы он прям светился. Удар, взрывается зелье, на них какая-то такая светящаяся фиолетовая субстанция и адванш по ним до начала следующего хода тебя. Ход нормально. И его топор, который, правда, теперь будет немножко меньше дамажить, заносится опять по Сесострису. Он делает, знаешь, такой апперкат снизу справа. Короче, врубается полный мартхау в этом. Значит, собственно, от первой атаки ты успешно уворачиваешься, немножечко подвинувшись. Слишком медлительно все еще. Вот, он прям... Аж Дайс улетел. Перекидывай. И да, у тебя удалось его разозлить, он промахивается опять. Ты просто танцуешь вокруг Как него. знаешь, да. Ход Сесостриса. Давай. Бейте этих двух. Ну что ж, с адвантажем, так с адвантажем. Использую опять Booming Blade и вперед. Так, Он... я Ты все его кольчугу просто начинаешь износить. так медленно. Наматывать на меч просто. Вы все англичане такие медлительные. Все 4 стрелы в тебя. Ух ты. 20, Мгм. Так, я поднимаю... 24. Поднимаю шулдер, сказал, на первый. Пока ни одна в тебя не попала, да? Да, пока нет. Не попала? Не попала. Просто так магический щит. Нео, блин. И просто, это, знаешь, это стрелы прям зависают в воздухе возле 630, потом такие хоп, попали. Я тебе говорю, избранный, блин. Просто у кого-то... Куницын. Куницын переводит один из арбалетов в сторону Нобла. Нобла, который кидал в нашу... Знак это как в Вове, да, Хантерс Марка Да. вот это Да. Да. Бынь. Бонус Собственно, экшен, Хантерс Марк. из этого, сбоку из шафта вылезает маленький дротик и ударяется в Нобла. Собственно, теперь слышен пип-пип-пип-пип-пип-пип. 6 и 14. 14 плюс 5 это 19. Да. 13 урона. Бонус. Ты потратил на Хантерс Марк, окей. Да. Хорошо. Ход Реми. This is holy gun. It makes holy. Нет, но этот не makes holy. Ну да. Я подскакиваю вот сюда. Ты смотришь на них и думаешь, в истории моего народа мы вырезали Фей. And I'm all for doing it again. Мы сожжем все ваши леса! Влево летит Firebolt. Это крит. Окей. 2d10. Да, точно, 10. Где-то в том районе появляется матрешка на реакции Блин, двигателя. И 6, 16. Окей. Вообще, он, я говорю, И как после этого просто окидывается дробовик, но из него вылетает поток пламени, заполняющий всю эту комнату. Молодца. А? Dex Dex save. save. Оба. DC 13. Один прокинул, один не прокинул. Вот этот вот прокинул, вот этот не Сейчас я прокинул. уточню. 6. То есть 3 тому, кто прокинул, 6 не тому, кто не прокинул. И я отхожу вот сюда, перезаряжая. Собственно, когда ты подбегал к ним, они начали уже доставать мечи, держа лути просто в другой руке. Вот. И тут этот огонь, они просто лути на вытяжку, чтобы их не поджарило. Вот, всего и не приняли на себя это вот так вот. Окей, ход Нобла. Значит, дворянин выхватывает свой меч и
прыгает вперед, пытаясь обманеврировать Сесостреса. Давай дексой померимся чисто. Давай, померим. Я 18. У меня 2. You're flanked! Не так сильно различия. Хорошо, значит, он ударяет тебя мечом. Это у нас 21. Не, Вторая, наверное, если шел, да. вторая атака. Может быть, атака вот из... Тоже нет. И третья атака, он достает кинжал. Один пытается им тебя пырнуть, знаешь, так скрытненько. И тоже ты его... Сесострес просто... Первые две атаки мечом, я думаю, вторая... Да, третья Сесострес щитом. просто по-змеиному уворачивается, отбивает мечом, парирует легко, просто с 2 фехтует. Все равно с вас слишком мало, позовите еще пару дружков, когда силы будут равны. А я. Яна. Так, И, господи. кстати, Ой, ты да, вот сорян, выходишь, Дамьен, да. а я тебя вообще проморгал. Прошу прощения, ты ходишь, конечно. Должен в Нобла ходить. Ну, уже не важно. Дамьен... На них постоянно висит все еще адвантаж, да, после Ищи до Verify? моего. Ну, пока Аян не что. Тогда Дамьен перемещается вот сюда. Таким образом оказываясь в кавере от этих двух. Угу. После чего Ну, Дамьен... в кавере от одного и в тотал кавере от другого. Мгм. Если что. После чего Дамьен выставляет руку в ту сторону и решает, что один уровень сената это слишком мало. Я кастую слип на вот эту зону, да? Ты видишь, как, знаешь, такая дымка, по идее, отправляется в ту сторону. Он в глубине твоего сознания всплывает. Что, духи не знают усталости? Не-не-не, ни духи не знают усталости. Фей. Не Точно, это же эльфы. Жалко. Ход Аяна. Что Джереми даже было. Да, мы забыли вообще про это. Забыли. Так, а я мув могу делать, пока я не истрачу все фиты свои. Нет, ну может муваться, даже делить свой мув, если хочешь. Да, я У тебя поделюсь. 50 футов, как бы, ты, честно Да. говоря, всю эту комнату облетаешь. Да, я перепархиваю вот сюда, кидаю за угол туда поушен, который дает сине-фиолетовую дымку, туда смог влетает в них. И отлетаю за Куницына. Потому что мне все еще плохо. Ход, нормально. Ну, давай попробуем. Блин, я походу его очень Он- люблю на себе. Он У него жилка орет, вскочила на лбу. У он него шлем. очень громко орет с просто, ну, на английском, естественно, вы это определяете. Фокусируем огонь на змее! Она должна погибнуть как можно быстрее! Это вот прям приказ, который выдается прям четко отчеканено. Они выслушают этот приказ, вы это понимаете, и он делает атаку по тебе одну. Я слышу Амонра. Что, он 16. жук кинул? Ну, нет. С адвантажем, Ну да, с адвантажем. 16. Нет. Все, что меньше 20. Сесострес всё так же. Не, там единица была, но это был адвантаж, поэтому... Ай, обидно. Так бы... То сейчас бы еще раз Сесострес. Как только он атакует Нобла, я атакую этим Блейдом его. Окей, хорошо. Выскакивают два лучника, ход лучников. Да. Ого, где они Они- Еще одни? Нет, это они самые, они перебежали сюда. Вы видели, как один промелькнул. Вот. Они натягивают тетивы, здесь же ничего нету, никаких туманов и так далее, здесь все нормально тоже. А Яна, твой самый зоркий глаз, видит, что они прям как-то прищуриваются, и даже такое как бы ощущение, как будто немножко магия помогает им с их выстрелами. Меня хотят. Сейчас посмотрим. Сколько способностей? Вопрос другой. 21. Попал. Крит. Крит? Давай. Это стрела судьбы. Она была пущена всеми богами-лучниками в истории. Баламакабом В первую Майя, очередь Аполлоном. Аполлоном у греков. Ох, уж эти греки, И ненавижу. где-то там пищал египетский бог. Дайте мне, стрельбы из пожалуйста, лука, 2 но его до никто не 10. послушал. 2 до 10 еще. 10. О! Мать. Да, ох, это будет интересно, стрела. Сколько?
Очень много. Очень много. А Сисотрис там еще живой. Я еще даже не ранен пока. Пока. Вот Это Сейчас пока. будет. 23. 23. Вот теперь эта стрела приходится прям в грудь Сисострису. Пробивает эту пластину, которую Яна туда напаяла. Да. Значит, ход Куницына. Куницын, двигаясь swiftly, делает мув. Быстрее, мягко, как и... Делает мув. Ага. И я с адвантаджем тыкаю эту рогу в бочину мечом Жанны Дарк. Да, и он... Что бы и она он ранен. сказала, когда посмотрела на тебя, то, что ты в спину его бьешь? Ее здесь нет. А, кстати, может быть и есть. Все по чесноку едут. Так, стоп, это не на 20. Натурально 20. Натуральная двадцатка на мече. That novel kinda is Это scared. Это с колоссом, это с маркой. Окей. Го. Давай. Давай, кидай прям сюда. Да-да, прям на карту шатай. Ну, тут вообще. Ты вырубаешь его. Он стабилен, но он... Ну так, ты его вырубаешь, и вы во сне он просто проваливается Мгм. в пол. Reaction, as this guy is dead, he's no more. Я перемещаю Hunter's Mark на вот этого лучника. И бонус-экшеном я стреляю, не попал. Хорошо. Ты знаешь, это как бы попало, его случилось то, что в принципе случилось тогда с Мгм. Сеном. Он воткнулся в кольчугу, не наносил никакого урона, просто не подавился. Мгм. И закавил. Да. Хорошо, ход Реми. Знаешь, наверное, на этот раз, видя упавшего Соцо, вот, я... Сосо. А, да, кстати, все запишите один стресс, ваш товарищ. А, нет, он не умер, он не Не умер. Да. А, да еще не Я умер. Всё запуляю дергается. фаербол В смысле, он в стабилизированный. этого Нормана. На единицу. Ну да, на единицу. Меня Дальше красиво. действовать. Хорошо, значит, Firebolt ударяет Состриса. Не ставишь себе галти, но ты более не стабилизирован. Мгм. Начинает- там всё Высовываюсь вокруг из угла начинает и гореть. также запускаю туда ком огня, который распространяется по этой комнате. Декса? Да. Оп, протянули. И 17, 20. Вернулись мы броски. 8, 4. По 4 урона всегда будем. Хорошо. И я возвращаюсь куда-нибудь сюда обратно. Ход. Дамьен. Дамьен видит, как упал Сисострис, как убежал А вот теперь передается Иисус. Максим. Как мелькает перед тобой Реми. Да, и как стоит Норман над Сисострисом. И в этот момент он фактически почти что сливается разумом с вороном, который вспархивает откуда у него из-за головы и пикирует ровно, почти что можно сказать, в лицо Норману с одной лишь целью. Лишь коснуться него. Я пытаюсь с помощью авангарда начать фруталь на него кинуть. Что? Это спел же, да? Это, спел, это кантри. Ты можешь это сделать, хорошо. Значит, о чем он должен харизму кинуть, да? Да. Ну, сейчас проверим. Да, он очень харизматичный, он может всех запугать. И он пройдет. А сколько? 21. Пусть нормально. Так. Ну что, после этого муваюсь отсюда. Потому что раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, отсюда я добегаю на куда-то. А я Видя, как Сесотрис падает, праведный гнев приполняет, и я читаю Healing Word на Сесотриса. 2 плюс мой модифайер. 4 хп. Окей. И в этот же момент вторую склянку я кидаю, смок-скрин сюда кидаю. Ага, все хорошо. Вас... Чтобы Сесотрис был... Сесотрис у тебя обуревает дым. Окей, хорошо. Значит, новый раунд. Четвертый уже поставили, да? Четвертый раунд. Отлично. Значит, Норман, пытаясь осмотреться как-то в тумане, атакует Сесостриса. Обычно так.
обычный. Disadvantage, по Ну, идее. я лежу и... Disadvantage. Но он лежит, и это мили-атака, поэтому это будет обычная атака. Давай. Мимо. 19 тебя... Нет. Ага, то есть, грубо говоря, он бьет топором по земле, секунду, Сисострис перекатывается, бьет с другой стороны, но Сисострис уже успевает прикатиться снова. Это твой ход. А я уже здесь, слишком медленный. Давай. Ты даже Давай, лежащего давай, меня не Кира. можешь победить. Так, я встаю. Вы это запикайте. Непереводимая игра слов на русском. Так, 9 плюс 4. 13. На 13 хп покидался. Найс. Я выпиваю банку зелий. 4 плюс 2, 6. Еще на 6 хп. Я, кстати, больше не ранен. Но мне исцеляется все То равно. есть Исос такой... Я напоминаю, что ты пополз оттуда, Так. или нет? Ты можешь вот сюда Да, отойти. я могу закрыть проход. Вы занимаете рубеж обороны. Знаешь, ты выбегаешь из тумана, за тобой летит этот топор. Приземляется где-то вот здесь. И ты такой, не попал опять! Вы слышите, как он снимает со спины копье? Ход лучников. Я тут и был всегда. Там все еще смоук-скрин. Да, я знаю. Поэтому по тебе даже стрелять не могут. Вот эти два по сесустрицу, а вот эти два выйдут и будут тебя в упор долбать. Двое разных имеется в виду. Вырубить этих засланцев. Да, это крит. Сейчас еще А, вторая. кровь пошла? Блин. Это 11. 11 в смысле Попадание. Ладно. Мимо это, Как всегда, здесь та же ситуация. Стрела попала тебе в живот, ты согнулся, вторая пролетает над тобой. Ход... Нет, стоп, арчеры же по сесострицу еще должны стрелять. Давайте. Грязные трусы. Ну, между прочим, 21. Ты 22. снова ранен? Ага. 22. Да, в этот... 6 урона. В плечо попадает стрела, вторая попадает в бедро. Ну чё, я выглядываюсь. О, как он хорошо стоит. К тебе подошел. Ну что, я атакую его первым. Я атакую его первым арбалетом. Так, где мой прикольный Д-20? Первый арбалет был. Я попал. Конечно, попал. Все. Второй арбалет. Второй арбалет в него же. Ой, уже. Это 16. Да. Он ранен. Подожди, стоп. Этот чувак ранен. Он же уже был Ой, давно ранен. я не тому дамаг записывал сейчас. 13 и 12, 25 урона. Да, он, значит, стрела твоя последняя прошибает его в глаз. Реакшн я перекидываю Хантерс Марку на... Да, второго. Ну, да, собственно, на следующего эльфа. А ты не хочешь? Нет, А того не видно даже. Да, во-первых, я не могу перекинуть Хантерс Марку на того, кого я не вижу. Ход Реми. Не, я их не вижу. Сжимая рану от стрел этих чертовых. Найс. Вот это хорошо. Несколько их там влетело. Подхожу вот сюда. Так, это же попадает 15-футовый конус? Да, попадает. Вроде С да. дрожащими Я это руками вижу. выпускаю пламя. Так, Шо? Арчер. Да. Нормально. Норман. да, в смысле оцелился. Оцелился. Норман нет. 9 урона. После этого я направляю дробовик раскаленный себе под ноги. И из него выходят как будто выхлопные газы, но они настолько мощные, что они сотрясают все это помещение. Фандервей. Давай. ДЦ 13 Constitution Save. А кто бывает? Норман, Арчер, кажется, все. Да. Окей. Арчер, конста нет, не прокинул. Норман, Норман крепкий парень на самом деле. И да, он прокинул. Ожидаем. Дамаг. 9, и лучник отпушен на 10 футов от меня. И он даже ударяется в вписывает стену. в Стену. 1 до 6 дадим. Это 15 у него. в целом. 6.
Норман, видно, что волна в него так дает, и у него какая-то рана, видимо, открывается. мы его не видим. Но мы его Он не его видим. видит, нет? Нормально, кто не видит. Подождите, Thunder Wave, она вызывает движение воздуха. Да, давайте Да, она сдуло. разгоняет. Сдуло. А, Мгм. окей. Вот. Сколько ему? 9 плюс 5, плюс 6, 15. 15. Окей, и лучник тоже ранен. Хромаю. Это же, я так понимаю, какой-то постамент? Да. И я там падаю Кавер прон. за ним, у тебя 3 четверти кавер там тебе. И кричу, You guys! I'm still here! Нет, Still kicking! нет, Окей. Так, вот этого теперь видно, да? Да. И этого видно, этих душ не видно. Да. Ну, Дамьен, старайся не обращать внимания на стрелу в плече, убеждая себя в том, что это все сон. Сосредотачивайся на Нормане. Он выставляет вперед 2 руки, и как будто между ними на мгновение появляется маленький алмазик. Хроматик корп в него летит. Нормально. Окей, что он тебе дает? Это я кидаю в него рейндж спелл. раскол такой. Он его бьет в конвульсиях, он, собственно, как-то пересиливает, сбрасывает с себя шлем. 18 урона вписал, он, был ранен, так что... Тоже ранен. Остается ранен. Такой есть пару новых ожогов, да? Окей. Вообще у него там должно все тыкнется. Чуть сдвигаюсь вот сюда, Видите, за что это. у него, да, волосы дыбом, все такое, как бы. Выглядит круто. Выглядит бешено, и он бешеный. Вот, сдвинув сюда за край этого, какого, стены, он кричит Реми. Реми, держись! Мы идем! Уже сейчас! И Вот-вот. прижимается к стене спиной. Сейчас уже идем! А Яна? а Яна кричит Рэми, Рэми, чувак, иди к нам! Надо было сохранить. 5-5-4. Хорошо. 16. 16 хп каждому. Дайте мне мои дейсы, пожалуйста. 16 хп. Отлично. Жемчужинка. Огонь. Раны исцеляются. Она но достает сестры жемчужину стрелы с выпадают. ожерелья и бросает ее буквально перед ногами Сесотреса, и жемчужина раскрывается и окутывает всех моих сопартийцев приятным зеленым Сразу бодрится. дымком. Все. Да, отлично. Норман подбегает сюда и драйвит свое копье, реча, естественно, в Сесостреса с особой яростью. Особая ярость, давай. 22. О, да. Ярость сработала. Он первый. А, нет, подожди, знаешь что? Этот шилд и просто копье останавливается прям вот перед глазами Сесостреса. И такой Сестрес все еще недостаточно быстро. Слушай, ты его, по-моему, в Берзерка сейчас должен потерять все остатки логики. Потомок Норманов! Этих Парус поставили криво! Ход Сесостреса. Окей. Подожди, у него вторая такая. Ну давай. Окей. Ну, нет. Never mind. Все, что Слишком медленно. Сесострес. Так, ну все, Сестрес подскакивает к нему. Давай. Все, засранец. Раскрыл вас. Раскрыл вас. Сейчас я его раскрою. Посмотрим, что у него внутри. Ты подвигался в его рече. Да, окей. Мгм. На него. А что у него там? У него фи. Ну, это, давай. Крит. Что там? Крит? Переигрался. Ну, ничего страшного. Он меня не убьет. Давай ты после каждого крита будешь отдавать этот дайс нам. Брать все новый. Это благословленный дайс. Так. Sims doesn't work that way. Это до 12, что ты мне даешь? Окей, попытка неплохая. Тейл, не прокатило, вычеркиваем. Хитро. Хорошо. 19 урона. Тебе так повезло. Можно мне один? Так, короче, Сесотр кидается на него, знаешь, он выставляет вперед копье. Сесотр знает, что если он увернется, то он как бы будет далеко, и поэтому, знаешь, он прям насаживается на копье. Насаживается на И копье, просто да. бьет этого засранца. 11. How you do it? Просто, знаешь, такой, все еще слишком медленно, просто, знаешь, втыкает ему просто в горло и смотрит прямо в глаза. Отправляйся, Каи. Просто
признай! Просто признай, не надо. Культура эллинизма тебя очень сильно испортила. Знаешь, я еще отпускаю меч, он падает вместе типа, с мечом в горле, и бонус экшен, типа, меч обратно возвращается ко мне в руку магическим образом. Его труп исчезает, копье остается в тебе. Ну ничего страшного, я потерплю. Фух. Потерпишь? И я перемещаюсь. Вот так. А ты не хочешь спрятаться? Ну я хочу переместиться так, чтобы закрыть, короче, эту... Рэм. Да, давай. Просто сделай так! А ты под шелдой. А он все еще Да, я пошел, да. Ты еще под шелдой, окей, Давай. ладно. Лак. Нет? Нет? Тетива порвалась. Которого? Ход Куницына. Ну что, я просто закрываю Реми щитом, такой, Реми, держи. Просто две стрелы летят, и ты слышишь такой пинь! Звук, короче, рвущейся тетивы. Короче, И причем Какую матершину. это твоя марка. Я в курсе. Я к тому, что у него порвалась тетива. Добивай. О май! Иди сюда. Так, ну что, я долбаю его мечом. Давай, Ладно, стреляй. тогда я в него же стреляю с арбалета. Горячий бой. Во. Горячий. Это 19 плюс 5. Да. 24. Он отбивает, значит, Да. тебя чисто Он- лука. Да, и в этот момент я разворачиваю корпус и снизу вверх стреляю в него из И арбалета. его башка прошивается Такой насквозь. подлый выстрел такой просто. Трикшот. Он пересмотрел фильм про зомби. Так, перекинь, Марк. А он Я- бонус потратил. А, это реакшн. 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 Марка уходит на следующего. Блин, вот теперь я начинаю любить рейнджера. Ну это На третьем уровне. забустованный рейнджер с арбалетами из будущего. На третьем уровне он становится хорошим. Почуяв прилив сил от этой черной жемчужины, которую использовала Аяна, я перескакиваю просто через этот постамент. Вот сюда. 3, 4. Дай! Ну, наверное, вот в этого идет Фарбот. 24. Да. И, соответственно, Огнемет. огнемет. Ой. Нет. Нет. Неплохо. 8 и 4, 12. Вьетнам. Напал. И расскажи, как ты сжигаешь обоих. Знаешь, я вижу просто, как они корчатся в огне, такие. Я понимаю, дробовик. Дайте небольшое описание дам, потому что вы все еще во сне. Сон продолжается, вы идете дальше по коридорам и видите обрубки какой-то мертвой болотной твари. Что она здесь делала и почему Дофин Шарль ее боялся, вы не знаете. Дальше вы слышите издали звуки боя. И вы видите, когда туда доходите, как Жанна с невесть откуда взятым длинным мечом сражается с одной такой демонической сущностью, и две еще рядом лежат погибшие уже, растворяющиеся. Теневые демоны с большими широкими крыльями. Вы бросаетесь ей на помощь, хватает буквально одного удара с Эсостриса и твоего с твоим веселым антидемоническим мечом на то, чтобы его повергнуть. Жанна делает несколько выдохов. Видно, что она очень сильно ранена. Идет такое проявление реальности обратно в вас. Все ваши раны остаются с вами. Все ваши... Они ровно на тех же местах. Вещи, которые заинвиженились вам, исчезают, естественно, потому что ваша экипировка сдана. Все сосредства меч остается плюс 5. Стал магическим предметом в этом самом бою. Дофин тоже открывает глаза, промардивается, трет их, кажется совсем ребенком. Просыпается Жанна, тоже тяжело дыша. У нее вроде брошь. Дамьен же подходит к королю, протягиваем руку и говорит... Дофину. К дофину, да, протягиваем руку и говорит: с пробуждением, дофин Карл. Вы очень долго спали. Нет, вы не понимаете, вы не понимаете, оно помогает мне держать дворян под контролем. Они взбунтовались бы против меня,
Дофин Карл, Давным-давно. вы наследник престола. Вы истинный король Франции. Вы серьезно сейчас мне говорите, что вам нужна какая-то брошь для того, чтобы контролировать дворян и править Францией? Да, когда за вас готова выступать святая, собственно, дева, это Жанна д'Арк. А я, Адвантаж бери в себя. а я одновременно говорю, ведь Франция это вы. Так, и... Промаргивается, смотрит на тебя, поворачивает голос на Сесостриса, Такой капюшон. на Яну. Не ангела ли вижу я воплоти? А Яна так протирает глаза, только проснувшись, разминает крылья. Такая, что он говорит? Такая поднимает крылья, типа как стойку. Если вы не отдадите брошь, то мы все погибнем. Если такова воля Господа, я покорюсь ей. Пускает голову, и видно, что Жанна, держа эту самую брошь, нацепляет. Ничего, мой дофин. Все будет хорошо. Wisdom сейв все с адвантаджем. 17. Вы, Куницын и Яна, чувствуете, знаете, такое чувство облегчения, беззаботности, как будто груз упал с плеч. Вы понимаете, что было как бы магическое влияние, и самое главное, что вы видите, как просто как будто вот события последних нескольких часов стираются с лица дофина Шарля. Он улыбается. Рука все еще протянута. Берет твою руку, напрягается, поднимается, говорит: Дева Жанна, армия будет в вашем распоряжении. Детали надо будет обсудить с нашим генералом. Ремит такой, который во всем этом не участвовал, не контактировал с Жанной и, в принципе, немножко unbiased. Все-таки получается, что сожгли ее за дело. А Яна подходит к Жанне. Она немножко преклоняет, чтобы ровно с ней стоять, протягивает руки. Я была бы очень рада, если вы одолжили мне брошь буквально на 10 минут. Я ничего не говорю, она просто дает тебе брошь. Брошь. Я вырываю перышко и снова колдую над брошкой. Ой! Ну, Жанна пока подходит к окну и смотрит вдаль, куда-то на северо-восток, в сторону Орлеана. Куницын уже идет, собственно, в сторону Жанны и встает рядом с ней, смотря примерно в том же направлении. Красивый рассвет. Ваш первый шаг сделан. Ваш спутник сказал мне, что вы после этого покидаете меня, говорит она. К сожалению, в данный момент да. Что не значит, что когда-то в будущем у нас не может быть неожиданной встречи. Жаль, такие маститые бойцы могли бы мне понадобиться при снятии осады с Орлеана. Мы вам не потребуемся. Вы снимете осаду с Орлеана. Что-то мне говорит, что эта уверенность у вас не просто от Господа. Куницын немного загадочно улыбается. Тем временем Яна. Это такой артефакт, который полностью все его свойства, которые у него когда-либо были, идентифаем не определить. Но первое, что я тебе скажу, что это legendary артефакт. Второе, что я тебе скажу, что он как бы в процессе все равно иссякания силы. Как оно и было, как оно закончилось в 2020-м. То есть он раньше был еще мощнее. Он позволяет передавать свои эмоции другим. Ты не понимаешь, почему при погружении в сон, что он вас грузил в сон в Dream Realm, это какая-то, видимо, случайная синергия с заклинанием сна. А откуда он происходит? Тоже не полная информация, но он был скован где-то в XI веке, где-то в Восточной Европе.
А про Кокотюница ты говорил, что надо наоборот больше исследовать. Больше исследовать надо, Мгм. действительно. Легенды, сказы. Дамьен Да. ожидает, пока, скажем так, мы направимся на выход. Вот, и подходит к Жанне, если она тоже направляется на выход. Да. Вы теперь отвечаете не только за свои действия, но и за действия огромного количества людей рядом с вами. Помните об этом, Жанна. Любое ваше слово, любая ваша мысль теперь имеет намного больше вес. Поэтому не совершайте необдуманных действий, то, о чем я вам говорил. Кивает, улыбается, говорит, все мои действия и все, что я делаю, есть воля Господа, но ваш урок я запомню. Дамьен улыбается и надевает синие очки. После чего замечает. Возможно, мы еще увидимся. Но я не могу гарантировать. Судьба ведет меня все время в разные места, а я всегда буду сопротивляться. Поднимается и идет на выход. Вы собираетесь, если кто-то хочет попрощаться с кем-либо? Ну, Максим хочет попрощаться с Жанной. Окей, хорошо. Я тоже хочу с Жанной Еще попрощаться. написала такое попрощение. Реми? К черту епископа, который тебя поливал утром. Водой добавил. I wanna go home. Пора домой. Сестриста, я так понимаю, тоже особо никаких эмоциональных привязок здесь не Что наработал. состриса нету, в принципе, мало эмоциональных привязок. Он же змея. Хорошо. Значит, сначала коротенькая сцена со Ско. Ты находишь такие Диареццо. Скажите, миледи, а почему он обращается с вами настолько грубо, настолько вы, по сути, помогаете ему по доброй воле? Я не помогаю ему по доброй воле, я являюсь рабыней Святого Престола, говорит она. В отличие от ортодоксальных византийцев, мы не имеем никакого статуса в Риме, кроме как статуса инструментов. Я не более чем меч. И вас это устраивает, разве? Ни в коем разе. Честно говоря, я всегда полагал, что настолько великолепная девушка не может оставаться в таком положении. Я предлагаю вам возможность. Он перелистывает пару страниц. Во-первых, он что-то произносит, и она видит, как он превращается в Томмазо. Я могу вас научить подобному. Более того, я могу вас научить еще одному заклинанию, которое позволит вам вскрывать абсолютно любые замки. Она достает книгу, говорит, есть чернила? Есть. Я полагаю, вы знаете, куда вы можете бежать. Я знаю, что я могу с этим делать, говорит она. Дамьен задумчиво смотрит. Возможно, до встречи. Стелла наклоняется и целует ее в губы. После чего уходит. Фейден. Цюрих, 2020 год. Через какое-то время вы сидите, ожидаете прихода Йонаса и его помощника. Вот. И пока в это время ты обнаруживаешь, что есть изменения в истории определенные, потому что раньше ничего такого не было. В 1439 году на Флорентийском соборе произошло восстание магов под руководительством Стеллы Диареццо. Восстание было подавлено, сама она неизвестна, ее судьба неизвестна, она отмечена как пропавшая, но точно неизвестно, что она погибла или она выжила. Следовательно, осталась Томмазо и просто решил использовать в свою угоду. Угу. Войдите. Заходит Йонас, заходит его помощник, Perception. Вот. Натуральная двадцатка. Едва выйдящийся, запах одеколона, который ты чуял от помощника Йонаса. Светил. Или предварительно что-то. Вот. Йонас просто такой веселый, он улыбчивый, знаете, улыбчивый такой качок в хорошем костюме. Как у вас все прошло? Успешно. Хоть и это было сложно, намного сложнее, чем казалось изначально.
Настолько сложно, что вам было бы неплохо доплатить несколько больше, замечает, сидя за спиной в кресле к Знаешь, это двери. такой, если смотришь, такой типа кивает. Я, несомненно, согласен с ним. А Яна где-то на фоне смотрит на Считайте жемчужины и это рыдает. авансом для дальнейших исследований. Потому что, Потому что у нас есть А будут ли зацепки. дальнейшие исследования? Расскажите мне, О. что она делала? это великий, могущественный артефакт, позволяющий передавать свои эмоции окружающим. Был. И чем дальше во времени, тем больше область она покрывала, а чем как бы к моменту исчезновения магии, тем более направленно и сильнее это было. Ну, знаешь, долгое время у него прям сияют глаза радостью. Когда ты сказал про то, что типа, то есть сейчас, в принципе, он работает, я могу им, по крайней мере, передавать свои эмоции муравью. Вполне возможно, вполне возможно. Начинает, короче, отстегивать капусту. Вот, активно. И мы почти погибли на этом задании. Не, понимаю, расскажите мне про зацепки. О, у нас есть зацепка, где появился этот артефакт, что он очень древний, возможно, с территории Восточной Европы. Восточной 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 Европы, Европы. да. А как насчет, как он попал в... Ну, еще вас может заинтересовать то, что им владели французские короли и Жанна д'Арк. Да. такой... Сбился со счета. Ну, вы продолжайте. Вы остановились на купюре номер 87. 77, ну да, я понял намек. Он говорит, а после Жанны д'Арк куда он попал? Этого мы пока не знаем. Это пока неизвестно. Если хотите, мы, конечно, можем В выяснить. таком и это. случае, он говорит, так сказать, немножко приподняв руку, но у меня все еще есть два вопроса. Первый, как он был создан, и второй, как он попал в Неман. Насколько я знаю из того, что я знаю о Грани, на первый вопрос ответить намного опаснее. Поэтому на ответ на этот вопрос я готов заплатить 30 тысяч. За второй вопрос 15 тысяч. И он протягивает тебе котлету из 8,5 тысяч долларов. И тут подает голос помощник. Господин Кудинсон, проводите нас? Йонас уходит куда-то вперед. Помощник говорит, что типа I'll be right there. Вот. Он такой достает что-то из кармана. Ты можешь напрячься, конечно. Ну, это конвертик какой-то. Вот, и он говорит, еще будем очень благодарны, если будет точная дата и место создания этого артефакта передано на мою личную почту, говорит он, записанную внутри этого конверта. Передает конверт, там 2000 евро и написан его адрес. Электронная почта. Да, Он имел в виду, то есть вы имеете в виду брошь. естественно. Дамир, что ты? Дамьян некоторое время, пока все ходят, рассуждают, делят деньги, Дамьян сидит и продолжает также перелистывать книгу, все так же сидя в кресле и положив ногу на ногу. Вот. Когда уже почти стемнело, он откладывает эту книгу, задумчиво говоря в голове авангарда. Ты знаешь, ты в который раз был прав, а я тебя не слушал. Женщинам нельзя доверять делать что-то самим, когда ты явно знаешь, что твое решение лучше. Вот и со своей Стеллой также. Ты смотри в Твиттере, это не напиши. Заклюют. Я оценил. Но к черту Твиттер. И знаешь что? Собирайся, погнали. Дамьян встает, направляется. Максим! Выискивает Максима. Максим, что ты сидишь? Собирайся! Быстро бери. Бери свою броню, оружие, что надо. Собирайся, мы едем в Руан. Мы идем спасать Жанну д'Арк. Занавес! 650 опыт. Каждому. Я предлагаю в дальнейшем сделать, чтобы он находил только греческие артефакты. Меч, Аида, щит Ареса, там, Да. Чтобы настроиться, надо помолиться Тапочки этому богу. Гермеса. Спартанская лаконичность. И отчун по них происходит И только ботинки Гермеса. с искренней верой в этих Ботинки богов. Гермеса в первую очередь. Это слишком жестоко. Что?
Господин Янус, простите за нескромный вопрос, но как вы знаете, что мы все это реально делаем? Как вы знаете, что мы вас не обманываем? И И не не играли в дом. придумываем эту херню просто from the top of our heads? Он такой, знаете, немножко говорит, ну как же корпоративная этика, все-таки путешественники во времени. Вы нас видели? Да, господи, Он просто придурок. стресс с дороги. Да. Не берите его. Он из огнемета поливал демонических тварей, которые... Да-да-да, именно так все и было. С этими словами, какая на землю летит и его одежда. Заходите в воду, вода холодная, я не знаю что, черт побери, начало весны. Да. Вот. Ну, кинь консту. Я не хочу кидать консту. Я трачу вот эту хрень на то, чтобы кинуть консту. Нужно помочь. Мы же все в крови. Это... Да, вы не просто в крови, от вас понять, как это троглодитов. И, если что, там где-то в палатке Тамаза остервенело косует Create Water на бедного Реми, который уснул. Реми, который уснул, потому что это не вытащить. Точно. просто, это ужасно. Все хорошо, у меня есть мыло, кстати. Даю 13. Нет, в смысле, я купил мыло заранее, у меня оно есть в мешке. Знаешь, холодно, но это тот холод, который ты рад переживать, потому что тебе нужно было взбодриться. Ну и плюс в воде, я так понимаю, невидимое все-таки видно. В воде видно то, что невидимое создает вокруг себя. Само тело Ну. не видно в воде. Вот если на тебя песок насыпать, и он на тебя налеплен после этого, то да, видно будет. Нет, но в том плане, что в силуэт-то все равно оказывается виден. Силуэт виден, но именно та часть, которая контактирует с водой. Ну, не само собой. Вот. Там не очень много видно. Это понятно. Это тебя бодрит, ты так и не отдыхал со времен, с момента перехода. Совершенно. Единственное, что, скорее всего, будет проблема с полотенцами. Но ты об этом особо не задумываешься. Я никогда не задумывался о таких вещах в такие моменты. Логично.